Великая Китайская стена пользуется огромной популярностью у туристов. Это одно из наиболее посещаемых мест планеты. Размеры и масштабы стены поражают. Уже много лет об этом удивительном сооружении ходит множество домыслов, легенд и мифов. Давайте узнаем правдивые факты о Великой Китайской стене. Так что же это? Великая Китайская стена. Многие люди путаются в определении. В самом Китае этими словами обозначаются все сооружения, возведенные для защиты. Все они строились разными императорами в разное время, чтобы защитить свои территории от кочевников. Таких династий существовало огромное множество. Защитные стены строили разных размеров и не всегда из одних и тех же материалов. Одни из них строились в пустыне Гоби, другие высоко в горах, третьи на севере. Как правило, такие сооружения представляли собой небольшие земляные навалы. Сколько же лет Китайской стене? Первое упоминание о защитной стене датируется 476-221 годами до нашей эры. Эти сооружения также были построены, чтобы защититься от соседних государств. Первый император Китая Цинь Шихуанди велел соорудить стену, защищающую границы Китая. Это было в III веке до нашей эры. Следующая династия Хань продолжила работы над строительством. Именно в период 206-220 годов до нашей эры возвели заставу Нефритовые ворота, которая является западной точкой всей стены. После династии Хань сооружения стен были уже не такими масштабными, ведь строили их не все, а только самые слабые и недолго правящие династии. Интересен тот факт, что пара таких династий были созданы монгольскими и тюркскими народами, которые были кочевниками. К сожалению, большое количество всех этих строений кануло в лету. Следы их довольно тяжело отыскать по сей день. Постройка стены продолжалась в период династии Мин. Это 1368-1644 года. Эта династия стала победителем в сражениях с татаро-монгольским игом и решила защитить свои владения более серьезно. Эти высокие и мощные стены мы можем наблюдать и сегодня. Как раз строители времен Мин и возвели ту самую известную во всем мире Великую Китайскую стену из обожженного кирпича. Как раз это строение все представляют при словах «Китайская стена». В середине 17 века Китай был завоеван армией маньчжуров. Новые правители оставили стену невредимой и решили не строить больше защитных сооружений. Великая Китайская стена возводилась более 2 тысячелетий. В представлениях многих людей стена кажется очень широкой. На самом же деле ее ширина составляет порядка 6 метров. Мало кто знает, что при строительстве стены не использовался цемент. Его тогда еще просто не придумали. Человеческие возможности и фантазия поражают. Китайцы придумали свой особый раствор, состоящий из клейковины вареного риса и гашеной извести. Сам рис ели строители, а его остатки и слитая густая жидкость использовалась для создания специального раствора, который на тысячи лет сохранил красоту и величие Великой Китайской стены. Этот раствор получился не только долговечным, но и гремучим. Если он попадал на землю, моментально выжигал всю растительность. Даже и в наше время возле стены не растет трава. Интересный миф, который мы с радостью развенчаем, звучит так: из космоса и с Луны видно Китайскую стену. Это не так, и этот факт уже давно доказан снимками и космонавтами, которые были на орбите. Так что, если хотите увидеть Китайскую стену, достаточно посетить Китай, а не Луну. Еще одно часто встречаемое заблуждение – Китайская стена – это одно длинное неразрывное сооружение. А на самом деле это большое количество отдельно стоящих отрезков, состоящих из стен, башен и крепостей. Только лишь Пекин был полностью защищен стеной, иногда даже двойной. Особо красивые и зрелищные части стены находятся на горных хребтах. Их строили для защиты от небольших групп разбойников, которые грабили столицу. Это наиболее популярные места среди туристов, с которых открываются удивительные пейзажи. Какая же длина Великой Китайской стены? Официальное китайское название стены звучит «длинная стена в 10 тысяч миль». Но в Древнем Китае эта цифра обозначала бесконечность.
точность. На самом же деле, если считать длину стены, построенную династией Мин, он составит 8850 километров. Но если брать в учет стены, построенные ранее, длина стены составляет более 20 тысяч километров. Не так давно ученые обнаружили, что китайская стена могла служить не только защитным сооружением, но еще позволяла мониторить движение граждан. Таким образом, можно было определить численность населения. Ученые решили нанести на карту северную часть китайской стены, протяженность которой составила более 700 километров. Результаты такой работы поставили под сомнение только защитную функцию стены. Вся северная часть стены проходит через Монголию по небольшим тропам и невысоким долинам. Ученые полагают, что здесь могли переводить людей и скот, что позволило бы с легкостью подсчитать количество населения. Быть может, именно здесь люди платили налоги, и именно отсюда начали искать теплые пастбища для скота. Что же символизирует Великая Китайская стена? Для жителей Европы и Запада эта стена является защитой Китая от внешнего мира. Также она может быть символом неумения договариваться с жителями других стран и даже символом ксенофобии. Тема китайской стены и до сих пор интересует многих европейских и западных ученых и академиков. Как раз заинтересованность иностранцев китайской стеной и самих китайцев привела к изучению этого сооружения. Раньше стена ассоциировалась у местных жителей с постоянными войнами с монголами. Все это помогло китайцам разглядеть в своей стене символ достижений, упорства и прилежности. Немало стихотворений было посвящено Великой Китайской стене. Много упоминаний и историй можно найти и в прозе. Выполняла ли Великая Китайская стена на самом деле свою защитную функцию? На сегодняшний день ответить однозначно невозможно. На постройку стены было потрачено много денег, сил, времени, ведь даже на отвесных утесах строители смогли возвести смотровые башни и крепости. Тем не менее, в 1644 году стена была открыта для захватчиков, и маньчжурские войска завоевали весь Китай. Но в то же время китайская стена никогда и не была абсолютной преградой и защитой. В начале правления династии Мин монгольские захватчики смогли окружить Пекин и даже взять в плен императора. Чтобы в дальнейшем этого избежать, было потрачено много времени и денег, чтобы построить новые защитные сооружения. Эти работы не прошли зря, ведь стена помогла в дальнейшем отбиваться от армии кочевников, так что со своей защитной функцией она все же справлялась. Сколько же людей погибло при постройке Великой Китайской стены? На этот вопрос есть печальная легенда. Легенда о леди Мэн. Женщина потеряла мужа при строительстве стены во время правления первого императора. Она плакала так долго и так сильно, что стена обрушилась. После этого леди Мэн увидела тысячи тел, покоившихся в стене. Эта легенда стала популярна в XII веке до нашей эры, которая подтверждала жесткость Цинь Шихуанды. Но достоверных и подтвержденных данных о строительстве первой стены на сегодняшний момент, к сожалению, нет. Условия труда и жизни работников были весьма суровы, но, скорее всего, легенды о тысячах жертв – это лишь вымысел. Во времена династии Мин в XVII веке стену возводили гражданские ремесленники и солдаты, которые имели подходящие условия работы. Необычное предназначение китайской стены. Во время строительства стены император Цинь Шихуанди часто консультировался с астрологами и предсказателями. Существует легенда, что славу императору и защиту от врагов должна была принести ужасная жертва. Необходимо было захоронить в грунте 1 000 000 людей, причем в вертикальном положении. Все эти души строителей должны были стать на стражу границ Китая. Можно лишь только представить, какая это мощная энергия и сила должна была быть. Именно это захоронение из 1 000 000 тел должно было стать питающей батареей огромного размера. Исследователи аномальных явлений предполагают, что постройка стены не обошлась без инопланетных вмешательств. Ведь если наложить стену на карту, она практически точно повторяет 30-ю параллель. Эта линия условная, но все же она разделяет земную сушу пополам. Быть может, именно поэтому и китайская стена петляет даже там, где могла быть построена ровно. Отсюда возникает вопрос, хотели ли китайские императоры завладеть всей сушей? Ведь если двигаться вдоль стены дальше, эта линия приведет к египетским пирамидам и затем к Бермудскому треугольнику. И самое интересное, все эти объекты находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.
Ученые, исследовавшие различные аномальные места нашей планеты, выяснили, что Китайская стена находится в месте истекания потенциала от севера к югу. Вращаясь вокруг Солнца, наша планета вырабатывает электромагнитную волну, скорость которой больше скорости света. Эти условия позволяют людям наладить связь с космосом. Быть может, именно для этого была построена Китайская стена. По ее стенам могли пускать сигнал, который менял структуру электромагнитного поля Земли и посылал информацию инопланетянам. Тогда пирамиды Гизы могли служить приемным комплексом для связи с другими планетами, а на ближайших к нам планетах могут быть приемопередающие сооружения. Самой подходящей такой планетой является Марс. Быть может, и сейчас из космоса идет сигнал на нашу земную радиостанцию. Возможно, ученые в скором времени разгадают и эту загадку. Как и любое человеческое творение, Великая Китайская стена хранит в себе множество тайн и легенд. К некоторым исследователям удалось приблизиться, а многие мы с вами так никогда и не узнаем. А вы хотели бы посетить Великую Китайскую стену и ощутить ее энергию? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!